Всем здравствуйте! Вторая часть видео. Продолжаю я вязать жилет. В первой части, на чем мы закончили, начали вязать полочку. Так, провязала я, значит, косами. Вот у меня получилось 8 по ромбикам, если считать. 8 ромбиков получилось в высоту, и, соответственно, 8 вот этих вот кос. Теперь, что я буду делать дальше? Сейчас я его замерю, сколько это у меня юбка это получилось в длину. Ну, опять же, примеряйте по своему размеру, по своему росту. У меня это 33 сантиметра. Теперь, сейчас, далее я буду вязать резинкой все. В начале, на протяжении всего вязания, вот среднюю часть, я буду таки продолжать вязать вот этот вот ромбик. И боковую часть точно так же, вот как мы здесь вязали, точно так же я буду вязать. А среднюю часть я сейчас буду все вязать резинкой. Значит, 8 ромбиков, как я уже говорила, я провязала. Закончила. Вот одна петелька у меня посередине. Теперь вяжем дальше. Значит, опять боковую часть расширяем. Одну провязала лицевой, одну набросила, одна лицевая. Боковую часть расширяю. Далее все петельки сейчас перейду на резинку. 2 изнаночных, 2 лицевых. Буду вязать резинкой вот до вот этого вот ромбика, до края, до центральной части. Так, что у нас дальше идет? Дальше у нас идет 18 петель резинки. Провязываю 18 петель резинкой. Коса это идет, мы ее так и провязываем дальше резинкой. 18 петель резинки провязала. Далее у нас идет ромбик. Лицевая, изнаночная, лицевая. Что я делаю? Лицевую и изнаночную провязываю вместе. Лицевой. Вторая лицевая. Все. Получается у нас резинка продолжается. 2 изнаночных, опять 2 лицевых. Далее опять провязываем 18 петель резинки. И опять будем закрывать ромбик. 2 лицевых петли сделаем. Вяжем далее 18 петель. Опять у нас этой резинки идет. 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. Провязываем. Провязали. Опять лицевую с изнаночной провязываю вместе. Лицевой, вторая петелька лицевой. Все, получилось 2 лицевых. Так продолжаем дальше. Все, у нас идет резинка. 2 изнаночных, 2 лицевых. Также сделаем и со следующим ромбиком. Довязываем до конца сейчас. Пришли в конец ряда. Так, что у нас здесь осталось? 3 лицевых, изнаночная и лицевая. Здесь мы ромбик расширяем. Лицевую провязала, одну набросила, точно так же, как мы вязали на протяжении всей вот этой вот юбки. Расширяем ромбик. Так, набросила, одна лицевая, один накид, и последние 3 мы провязываем лицевой. Так, все. Узор здесь исправили. Сейчас я буду вязать, не довязывая до проймы, вот этой вот резинкой посередине, до проймы не довяжу где-то 5 сантиметров. Сейчас я провяжу, замерю точно в сантиметрах. Значит, у меня всего будет 11 вот этих вот ромбиков. Так, перешли на изнаночную сторону. По изнаночной стороне все так же вяжем по узору. Ромбики вяжем по узору, как мы вязали их в начале. Среднюю часть вяжем резинкой 2 на 2. Так, что у нас здесь? Это у нас 3 лицевых, 1 изнаночная. Дальше у нас пошло все резинкой. И в конце точно так же мы будем провяжем по изнанке по узору ромбик, по лицевой стороне его будем расширять. Сейчас вяжу все резинкой, буду расширять. Потом расширю до 9 петель. Там я к вам вернусь, покажу. Там будем вязать одну косичку. Значит, сейчас вяжем среднюю часть резинкой. Расширяем ромбик до 9 петель. Расширила я ромбик до 9 петель. Теперь мы его будем убавлять и делать, продолжать вот одну косу. Одна коса у меня будет идти
по всей полочке до самого верха. Остальную вот эту вот часть я буду так и продолжать вязать резинкой до проймы. Значит, сейчас что я буду делать? Так, убавляем, делаем убавки, точно так же, как мы делали в начале. Так, здесь убавляем, провязываем. 1, 2, 3 лицевая, 4 лицевая. 2 провязала вместе. Далее вяжу все резинкой. Значит, здесь, не довязывая 16 петель, я буду делать косу. Вяжем сейчас все резинкой. Так, смотрите, что я провязала. Я сказала, не довязывая 16 петель, немножечко не так выразилась. На 16 петлях мы будем делать косу. Значит, что у меня здесь осталось? Вот, не довязывая до ромбика, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 петель. 2 у нас остается, точно так же, как мы вязали косу, также будем ее продолжать. Вот мы здесь 2 везде не провязывали, последние 2 петельки, точно так же сейчас будем вывязывать. Так, значит, 8 петель берем опять на запасную спицу, заводим за работу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель. 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых провязываем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее провязываем 8 петель запасной спицы. Переношу их все. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 2 изнаночных у нас здесь. 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. Провязываем петли. Все, коса готова. Перекрутили косу. Теперь что у нас здесь осталось? 2 изнаночных. Опять провязываем их изнаночными. Так, последний ромбик у нас по центральной части. Мы эти 9 петель у нас здесь, мы их сразу же в этом ряду убавляем. По 2 петельки провязали вместе лицевой. Средние петли провязываю лицевой. И последние тоже по одной убавлю. Так, что у нас здесь? Провязали. Так, осталось 3 петельки. Переворачиваю петельку. Лицевую с изнаночной провязываю вместе лицевой. Оставшиеся петли провязываю лицевыми. Все. Переходим на изнаночную сторону, вяжем по узору точно так же, как мы вязали. Значит, сейчас я высоту провяжу до проймы, не довязывая, как я уже сказала, 4-5 сантиметров. Всего у меня будет где-то 46 сантиметров. Довяжу до конца, замерю, там уже немножечко по-другому будем вязать. Сейчас что мы делаем? Вяжем край, закрываем вот эти вот ромбики, расширяем, убавляем. Одну косу провязываем. Далее вяжем все резинкой. Ну и боковую часть, точно так же, как мы вязали всю нижнюю вот эту вот часть, деталь. Провяжем высоту. Я к вам вернусь, начнем вязать дальше. Так, вяжем дальше. Что я сделала? Провязала я 11 вот этих вот ромбов в высоту. В сантиметрах это у меня получилось, ну, почти 45 сантиметров. Опять же, ориентируйтесь по своей длине. Вот эта вот средняя часть, это у нас получается по талии эта резинка проходит. Так, теперь что я буду делать дальше? Сейчас я вам покажу на готовом изделии, чтобы было понятно, что я буду делать дальше. Теперь вот после вот этой вот резинки я буду вывязывать. Сейчас открою вот здесь вот этот вот один ромб. Потом сделаю 2 косы. Косу провяжу и закроем пройму. Как я уже говорила, не довязывая сантиметров 5 вот до верха. Вот так вот это будет. Закроем пройму и потом пойдем вязать верхнюю часть. Двигаю постоянно, чтобы вместилось. Не хочу высоко камеру поднимать. Понятно, да? Сейчас, значит, будем делать вот этот вот ромб, а переднюю часть также и будем продолжать. Потом уже, когда закроем пройму, мы
здесь закроем пройму, а здесь будем убавлять по выкату петли. Так, сейчас, что мы делаем? Значит, так, начало ряда у нас. Первое, что у нас здесь, где я остановилась, смотрите, провязала 11 ромбов. Здесь у меня 3 петельки посередине, 3 петельки. Сейчас мы их закроем. У нас останется одна, и сразу здесь с накидом открою новый вот этот вот ромб, сделаю, чтобы все потом совпало. Так, вяжем первые боковые петельки, что у меня тут осталось. Одна лицевая и 2 закрываю. Лицевую изнаночную вместе закрыли. Далее 18 петель резинки провязываем. 2 изнаночных, 2 лицевых провязываем. 2 изнаночных, 2 лицевых вяжем. Так, 18 петель провязала. Далее у меня идет 2 лицевых, 1 лицевую провязываю, 1 накид делаю и 1 провязываю. Все, это будет у нас треугольник. Сразу поставлю маркер, чтобы по изнаночной стороне, когда буду вязать, не пропустить. Это будет начало, первый ряд ромба, вот этого вот нашего, такой же самый ромбик будем вязать. Все, далее все вяжем по узору резинкой, и последние петельки, вот эти вот 3, тоже их закрываем, как вязали в самом начале. Так, все, далее вяжем все резинкой. Пришли в конец ряда, и здесь точно так же уменьшаем, убавляем петельки на нашем ромбе, на этом 2 вместе крайние, средняя 1 лицевой, и опять 2 петельки вместе, лицевая, изнаночная, вместе провязали, 1 лицевая и последняя лицевая. Что у нас здесь получилось? 1 петелька здесь осталась. Новый ромб у нас по краям, по лицевой, посередине также 1 петелька. Сейчас вяжем все по узору. Здесь ромбик расширяем, этот новый ромбик тоже расширяем. Расширим до 9 петель. Я к вам вернусь и начнем вязать 2 косы, закрывать пройму. Значит, вяжем, и вот этот вот новый ромб расширяем до 9 петель. Точно так же, как мы вот здесь вязали. Расширила я ромбы до 9 петель. Сейчас что я буду делать? Ромбы убавлять. Сразу, опять же, здесь делаем 1 косу. И по каждой стороне с этого нового ромба я буду провязывать по 1 косе делать. Так, теперь... Сначала провязываем, как обычно. Убавляем 2 крайних петельки. Так, 2 петельки вместе убавила. Далее у меня идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 петель. На 16 петлях буду делать косу. 8 петель берем на запасную спицу, переводим назад. 8 петель провязываю. 2, 4, 6. Так. 2 изнаночных, 2 лицевых провязываем. Останется 2 изнаночных петли. Потом и мы их тоже провяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 петельки у нас осталось перед ромбом. Переносим петли запасной спицы. Перенесли петли запасной спицы, провязали. 2 петельки изнаночных осталось, их тоже провязали. Все, первую косу сделали. Теперь дальше у нас ромб. Мы крайние петельки убавляем. 2 вместе провязываем лицевой, средние. Все точно так же провязываем средние петли лицевой, 7 петель лицевой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Крайние опять провязываем 2 вместе лицевой. Все, ромб убавили.
Следующее, 16 петель, вяжем косу опять. Так, берем опять 8 петель на запасную спицу. 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель провязываем, а потом провязываем петли запасной спицы. Так, сделали вторую косу, провязали петли запасной спицы. 2 косички у нас готовы. Между ними идет ромбик, который мы сейчас будем убавлять до 1 петли. Далее что мы делаем? Все вяжем резинкой. В конце у нас опять будет 1 коса перед центральной частью. Последний ромб мы убавляем. Значит, вяжем далее все по узору. Ромб сокращаем до 1 петли. Когда сократим, убавим до 1 петельки, я к вам вернусь и будем убавлять вот пройму. Опять я вытащила свой готовый уже этот самый жилет. Смотрите. Вот мы ромб сейчас убавим, косы вяжем, ромб убавим и закроем пройму. И тогда уже начнем делать здесь убавки. И эта коса у нас вторая будет продолжаться до самого плеча. Значит, сейчас вяжем, убавляем ромб до 1 петли. Понятно, да? Вот вяжем, убавим. Так, убавила я петли на ромбе. Теперь, что я буду делать? Сейчас мы по лицевой стороне будем закрывать пройму. Значит, вот эта вот часть, если вам будет широко здесь, то можно по изнаночной стороне вот эти вот средние изнаночные петли я провяжу по 2 вместе, то есть по 1 петельке убавлю. 1, 2, 3, 4. По 1 петельке 4 раза убавлю. Если есть полнота или пряжа у вас тоньше, то тогда этого делать не нужно. Так, что это у меня здесь идет? 2 изнаночных провязала, это изнаночная сторона. Теперь вот 2 лицевых, я их провяжу вместе. Опять же, примеряйте. Так, довяжем изнанку до конца. Перешли на лицевую сторону. Значит, теперь буду закрывать сейчас петли. Перед ромбиком вот есть 2 изнаночных до 2 изнаночных. Вот эти вот все петли косы я закрою. Обычным способом по 2 петли вместе провяжу. Закрываю петли. Закрыла я петельки. Теперь что у меня здесь? Одна на спице остается. Вот далее у меня идет 2 изнаночных. Далее петли ромба. Теперь край нам нужно сделать, чтобы у нас было 3 лицевых. Так будет полностью идти весь край из 3 лицевых петель. Теперь, значит, вот эту вот петельку и 1 изнаночную я провяжу их опять 2 вместе лицевой. Изнаночную тоже провязываю лицевой. И 3-ю провязываю лицевой. Что-то ракурс сбился. 3-ю провязываю лицевой. Теперь ромб расширяем. Опять накид, 1 лицевая, накид. Далее вяжем все по узору. Лицевая. Все идет середина у нас резинка. Провязываем до конца резинкой. 2 изнаночных, 2 лицевых вяжем. Пришли в конец ряда почти. У нас вот остаются петли косы, 18 петель. Теперь здесь я буду делать убавки. Смотрите, вот 17-18 у нас изнаночная. Первую изнаночную я оставляю, вторую изнаночную я буду убавлять вместе с 1 петельки, вот с резинки. Вместе с 1 петелькой. Так, с наклоном вправо переворачиваю. 2 петельки провязываю вместе. Подождите, я же их изнаночной буду провязывать. 2 петельки изнаночной провязала. И вторую тоже провязала изнаночной. Все.
убавила. Далее вяжем косу, продолжаем дальше резинку косички нашей провязываем. И далее расширяем ромбик в конце. В каждом лицевом ряду, вот перед косой, одну изнаночную и одну петельку с середины я буду провязывать вместе изнаночной. Так, вяжем до конца. Так, теперь ромб у нас опять расширяем его. Одна лицевая, накид, средняя одна лицевая, опять у нас накид, и последние 3 провязываем лицевой. Так. Теперь переходим на изнаночную сторону, все вяжем по узору. Последние 3 петельки провяжем изнаночными петлями. Вяжем изнанку. Изнанку я вяжу сейчас, смотрите, вот по лицу я петельку убавила, по изнаночной стороне провязываю ее лицевой. Далее у меня остается одна изнаночная. И далее пошла вязать резинку опять. Так идем до конца ряда. Пришли в конец ряда. Это изнаночная сторона. Что у нас здесь в конце? В самом конце будет идти ромб наш. Провязываем ромб. Лицевая, изнаночная. Накиды лицевая, средняя лицевая. Опять у нас накид лицевой. И последние 3 петельки провязываем изнаночной. 1, 2, 3. Перешли на лицевую сторону. Так, первую снимаю. Вторая лицевая. Третья лицевая. Далее все точно так же расширяем ромб до 9 петель. Расширим до 9 петель и будем убавлять, перекрещивать косы. Видео большое, работы много. Надеюсь, у меня голова отработает нормально до конца. Так, что мы провязали 3 лицевых, сделали накид. Теперь средние 3 лицевых петельки провязываем. 1, 2, 3. Опять накинули. Все, расширяем ромб. Дальше у нас что идет? И резинка у нас идет. Довязываем вот до изнаночной, где мы убавляли. И там сделаем опять одну убавку. Вяжем сейчас все резинкой. Довязали до убавки. Вот у меня 2 изнаночных, 1 лицевая. Изнаночную лицевую провязываю вместе изнаночной петлей. По одной петельке, так будем в каждом лицевом ряду убавлять. 2 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 петель, так у меня остается. Далее опять вяжем все резинкой. Расширяем ромб наш. Сейчас, значит, далее по изнанке также продолжаем вязать по узору. Расширим до 9 петель и будем делать косу опять. Что сейчас делаем? Вяжем, расширяем ромбики до 9 петель. Середину провязываем резинкой. Петли проймы, как я уже сказала, крайние мы провязываем 3 лицевой. 3 петли лицевой. Довязываем до конца. Добавляем, прибавляем петельки здесь. Расширяем. И последние 3. 1, 2, 3. Значит, сейчас провяжу с вами еще косу, а там уже дальше будем заканчивать сами. Я довяжу сейчас до конца вот эту полочку, потом немножко пройдусь по второй полочке, основные моменты покажу, а потом уже в следующей части мы перейдем на спинку. Значит, вяжем сейчас, расширяем опять наш ромбик. Так, продолжаем дальше. Расширили ромбы до 9 петель. Сейчас мы будем делать ромб, будем убавлять. И сразу здесь будем косу перекрещивать. И здесь одну косу перекрещивать. Так, вяжем далее. И здесь будем делать одну убавку по лицевой стороне. Мы делаем одну убавку. Так, боковая часть. Первую сняла. Вторая. Убавляем. 1 лицевая, 1 изнаночная.
Провязываю вместе. Средние петли также провязываем все лицевыми. Так что у нас дальше крайняя лицевая и изнаночная провязываем опять вместе, убавляем. Так будем вязать, убавлять, пока одна петелька не останется на спице. Теперь коса у нас идет. Здесь убавили, здесь косу делаем. 8 петель переносим на запасную спицу. За работу 6, 7, 8. 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. Далее вяжем 8 петель, опять провязываем 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязываем петли запасной спицы. Перенесли петли запасной спицы, провязали. Последние 2 лицевые. Далее продолжается у нас резинка. 2 изнаночных, 2 лицевых. Так вяжем до убавки. Довязали до убавки. Вот 2 изнаночных петельки. Мы их убавляем изнаночную, лицевую. Ну а здесь у меня будет идти сейчас коса. Что я сделаю? Вот эту вот петельку, которую нужно убавлять, я ее возьму пока не провязанной. Не провязывая взяла ее. Теперь 8 петель. 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых беру на запасную спицу, переношу за работу. Теперь провязываем 8 петель, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. Вот эту вот петельку, которую нужно убавлять, я ее перебрасываю и провяжу их сейчас сразу 2 вместе, убавила. Все, провязываем 8 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Последние 2 лицевые, 2 изнаночные у меня остались. Теперь переносим петли и провязываем их тоже. Так, здесь у нас 2 лицевых. Далее петли запасной спицы, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. Провязываем до конца. Так, провязали. 2 изнаночных провязали. Дальше у нас убавляем наш ромб. 2 петли вместе, средние, точно так, как мы вязали в предыдущих рядах. Все делаем. Так, убавим ромб. Теперь что я буду делать дальше? Дальше вяжем все по узору. 2 вместе убавила, последние 2 лицевой. Все. Теперь вяжем, расширяем ромбы, потом их убавляем. Когда убавляем, как вы уже знаете, мы сразу провязываем косу. После косы делаем по одной убавке изнаночной петлей. Так довяжем до плеча. Так я буду вязать до самого плеча. Смотрите, значит, 2 косы, между ними резинка, по краям ромбы. После косы мы убавляем по одной петельке, провяжем нужную нам высоту до плеча, потом будем убавлять плечо. Значит, убавки, докуда я сделаю убавки сейчас, где я остановлюсь. Значит, вот я одну косу сделала, теперь у меня осталось 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, все. Больше я убавок делать не буду. Сейчас эти 2 изнаночные идут на эту сторону, а эти на эту. По 18 петель у меня здесь осталось и 2 посередине лицевых. Далее вяжу все по узору, довяжу до плеча и скос начну делать на плечо. Так, здесь одну сделала, косу перекрестила. Далее больше ничего не убавляю. 2 изнаночных провязала, 2 лицевых. И здесь опять делаю косу. 8 петель переснимаю. 8 петель провязываю.
Сделали вторую косу. Так, 2 лицевых здесь осталось. И точно так же ромбик этот убавляем. В этом же ряду мы делаем косичку и убавляем. Так, 2 изнаночных. Здесь у нас убавки. Провяжу сейчас до плеча, какая мне нужна будет длина. Замеряю потом это все в сантиметрах. И буду делать срез плеча. Ой. Петлю растянула. Так, вроде бы с этим понятно, думаю. Все до конца довязываю. Вот такой вот. Вот здесь сразу такая даже выпуклость образовывается за счет вот этих вот убавок. Значит, так, вяжем нам нужную высоту до плеча. Закончила я вязать плечо. Сейчас буду закрывать петли. Значит, я провязала 4 ромба. И вот здесь еще начала новый ромб. У меня 5 петель здесь. Если вам будет мало этого расстояния, провяжите тогда полных 5 ромбов. Примеряйте, какая высота вам нужна. А так, у меня, что здесь у меня получилось? 18 с половиной, 18 по этой стороне. Ну, сейчас за 3 захода буду закрывать плечо. Здесь немножечко получится выше. Так, теперь ширина. Ширина у меня какая? Ширина получилась плеча 12 сантиметров. Теперь количество петель я делю на 3 части. Так, закрываю плечо. Разделю на 3 части и буду сначала одну часть провяжу, потом вторую, потом третью. По очереди буду их закрывать, чтобы немножечко сделать скос. Такой вот. Так, обычным способом закрываю по 2 петельки вместе, провязываю лицевой. Ой. Да что такое, ну? Провяжу до маркера, закрою до маркера, потом вернусь. Нет, не вернусь, потом буду вязать дальше. Так, закрываю петельки. Первую часть петель закрою. Так, маркер выкинем. Теперь закрыла первую часть петель. Далее все до конца вяжу по узору. Как у меня узор идет, продолжаю его вязать. Довязываем все до конца. Так, еще здесь одну получается у меня. Далее вяжу, вот у меня тут резинка идет. Провязываем до конца ряда. Пришли в конец ряда. Ромбик точно так же здесь все провязала по узору. Перешли на изнанку. И по изнанке по узору вяжем до последней петли, до скоса. Перейдем на лицевую сторону и вторую часть опять закроем. Вяжем по изнанке до последней петельки. Да что ж это с камерой? Так, довязываем вот последние петли здесь. Последние 2 изнаночные. Так, переходим опять на лицевую сторону. И опять по 2 петельки закрываю вторую часть. Закрою до маркера вторую часть. Довяжу потом по узору до конца. Опять развернусь. И последнюю часть там немножечко по-другому провяжем. Так, вяжу до маркера. Вот так вот получается. Провязала до маркера. Дальше оставшуюся часть вяжу по узору. И по узору вернусь обратно, провяжу по изнанке. Вернулась на лицевую сторону. По лицевой стороне продолжаю закрывать петли до ромба. Закрываю последнюю часть, третью петель. Так, что у нас здесь? Немножко растянула. Вот здесь надо было на пару рядов меньше. Ну, у меня клиент худой такой, поэтому
Лучше было бы, конечно, когда вот только ромбик закрыли здесь, когда не сильно много, вот здесь ширина не сильно большая. Ну ничего, когда плечо буду сшивать, я это подтяну потом все. Опять сверлят. Так, закрыла петли. Смотрите, что у меня остается. Вот у нас ромб остался. Перед ромбом 2 петли. Сейчас нам нужно крайние. Будет у нас 3 лицевых. Изнаночные провяжем лицевыми. Это у нас уже будет край. Эти 2 вместе. Раз лицевая. Вторая лицевая. Третья лицевая. Дальше ромб продолжаем вязать по узору. У меня он здесь убавляется. Ой. Убавляется. Далее буду вязать только один ромб. Он у нас будет пришиваться потом к горловине, к задней части. Сейчас я покажу вам на готовом изделии, чтобы было понятно. Так, все, у нас на спицах остались только петли ромба. Сейчас довяжу вот это вот. Вот остался один ромб. Плечо закрыли. Смотрите. Так, что вам хочу показать. Так, вот я плечо закрыла. Ромб продолжаю вязать. 1, 2. Провяжу 2 ромба. Ну, опять же, ориентируйтесь по окату, по своему выкату, который будет сзади у вас. Потом это все примонтируем. Так что я сейчас провяжу 2 ромба. Петли закрывать не буду, потому что когда буду вязать потом эту сторону, соединю их петельки вместе. Так, сейчас что делаем дальше? Продолжаем вязать ромб. Все. Один провяжем и второй. Вяжем его по узору. Уже, думаю, ромбы показывать не надо. Мы их вязали на протяжении всей полочки. Провязали по изнанке. Перешли на лицевую сторону. Первую снимаем. 2 лицевых. Далее средние петли. Ой, это ж у меня ромб закрывается. Сейчас я ромб закрываю. Что я забываю? Вот. Убавляю здесь петельку. Первую сняли. Лицевая. Лицевая. Средние петельки провязываем платочной вязкой. Там, где нужно, расширяем в начале вязания. В конце вязания мы их убавляем. Так, последняя петелька. 2 вместе здесь у меня идут. Опа. И последние 2 лицевых. У нас на улице 38 градусов, а я жилеты вяжу, сижу. Ой, дышать нечем. Так, изнаночная сторона первую сняли. Вторая изнаночная, третья изнаночная. Средние у нас платочная вязка лицевые по изнанке. И последние 3 петельки изнаночные. Так, провязала. Все, перешли на лицевую сторону. И точно так же продолжаем. Убавим его до конца. Опять расширим. Провяжем пару ромбов. Возьмем их на булавку. Закрывать петли не будем, потому что потом, когда довяжем спинку, может вам придется еще или довязать, или убавить один ряд. Поэтому петли не закрываем. Значит, все, довязываем 2 ромба. Сейчас я перейду на вторую полочку немножечко по ней. Основные моменты пройдусь по ним. Так, это у меня правая половина жилета. Левую отвязала. Так, я не путаю, нет? Нет, правая, да? Теперь, что у меня здесь? Значит, девочки, петли я не делала. Петли я не делала. Я когда все отвяжу, пришью пуговицы, а потом с другой стороны, вот здесь вот, сделаю из цепочки такие вот, как воздушные петельки потайные по изнаночной стороне. Это такой легкий жилет, будем говорить, поэтому вот эти вот дырки, петли, они тут не нужны. Тут ажур такой красивый проходит. Значит, как мы вяжем эту половину? Вяжем точно так же, как вязали первую половину, только в зеркальном отражении. Смотрите, у меня здесь 4 косы было. Ой, сколько я петель набирала, уже не помню, 84, да? Только здесь начинаем, вот, чтобы у нас совпадали центральные части. Спицу в рот взяла.
Вот смотрите, вот центральные части у нас вот должны, за этим следите. Друг на друга вот эта вот волна будет смотреть. Значит, сейчас это уберу. Здесь мы теперь начинаем наоборот. 3 лицевых, 1 накид, 1 лицевая, далее 18 петель резинки, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая, опять у нас идет 18 петель резинки и так далее до конца ряда. Чередуем 18 петель резинки, лицевая, накид, лицевая. И в конце ряда у нас лицевая, накид и кромочная. Так, далее. Высоту я провяжу, ну, конечно же, точно так же 8 кос. Или какое у вас там расстояние, может быть больше, может быть меньше. Провяжу, опять же, 11 вот ромбов. Провязали резинку, здесь все понятно. Все вяжем точно так же, как мы вязали первую половинку. Теперь, вот здесь какие могут быть моменты непонятные. Я постараюсь на них остановиться. Значит, теперь мы дошли 11 ромбов провязали. Сейчас будем делать вот эту вот ромбик, будем новый делать, расширять. Значит, что с этой стороны сделаем? 18 петель от края теперь. Отсчитаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 на 2, 18. Вот средние 2 лицевых петли, из них будем вывязывать ромб. Сейчас провяжу вот эти вот все петли, и из этих средних петель вывяжу ромб. И далее у меня будут эти 18 петель, это резинка, это будет коса. Когда мы расширим ромб, тогда начнем делать косу. Как вы знаете, точно так же, как повязали ту сторону. Значит, сейчас я провяжу, начну делать ромб. Еще раз, смотрите, я провязала 11 ромбов. Вот у меня здесь закрыла ромб, 1 петелька посередине. И в том же ряду, не довязывая 18 петель резинки, я начинаю вязать новый ромб, вывязывать. Значит, 1 лицевую провязала, 1 накид, 1 лицевая. Все. Начало положено. Теперь вяжем этот новый ромб и расширяем. Точно так же, как мы вязали на первой полочке. Так, что у нас здесь? Это здесь у нас потом будет коса. Расширим сейчас ромб до 9 петель. И будем его убавлять и сразу делать косы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Это что здесь? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Так, последняя боковая у нас сторона. Тоже у меня здесь последняя убавка. И 1 петелька осталась. Все, переходим на изнаночную сторону. Все вяжем по узору. Не забываем расширять вот этот вот ромб. Сейчас я провяжу ромб по бокам. Точно так же будет 2 косы, как на противоположной стороне. К вам вернусь и вместе закроем пройму. Расширила я ромб до 9 петель. Теперь новый ряд. Начинаем ромб здесь убавляем. Это левая сторона у меня полочки. Сразу делаем косу и сделаем по 2 косы с каждой стороны вот от этого ромба. Значит, теперь не довязывая 18 петель вот резинки, сделаем первую косичку, а потом после ромба сделаем вторую. Так. На 16 петлях мы делаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель. Взяла на запасную спицу. 8 петель провязываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Подождите, пересчитала. Провязала. 2 осталось. Теперь провязываем запасной спицы петли. Все, первая коса у нас готова. 2 лицевые закончила. Теперь запасной спицы, 2 изнаночные. Начинается. Резинка продолжается. Нигде не нарушается. 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. Так, провязали. И последние 2 лицевые. Так, что здесь еще? Теперь следующий у нас ромбик. 2 изнаночных провязываем, которые остались.
В этом ряду мы делаем убавку. Первую и вторую провязываем вместе. Средние 7 петель провязываем лицевыми. Крайние опять 2 петельки вместе убавила. И следующие 18 петель опять делаю косу. 8 петель беру на запасную спицу, 8 провязываю и потом провязываем запасной спицы петли. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 4, 6, 8. Ага. Теперь после ромба сразу у нас идет 2 изнаночных провязываем. Опять то же самое все получается. 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осталось у нас здесь 2 изнаночных, мы их не провязываем. Далее провязываем петли запасной спицы, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, последние 2 лицевых. Так, все. Оставшиеся 2 изнаночные провязываем. Боковая часть делаем убавку. Все точно так же, как мы делали на той полочке, только это вот в зеркальном отражении все идет. Так, сейчас что мы дальше сделаем? Значит, у нас идет убавки теперь. Сейчас мы этот ромб убавляем, убавим до 1 петельки и закроем пройму. Вяжем, убавляем ромбы. Убавила я петельки ромбика. Теперь что я буду делать? Буду сейчас закрывать петли проймы. Закрывать я петли проймы буду с изнаночной стороны, чтобы не обрезать нить, поэтому я закрою с изнаночной стороны. Смотрите, на первой полочке мы закрывали петли. Вот я закрыла ромб, потом мы закрыли петли, и сразу у меня шло расширение. Сейчас я, получается, немножечко раньше начну на один ряд. Вот я закрыла ромб, и в этом ряду довяжу его до конца, и с изнанки закрою петли, провяжу по узору по изнаночной стороне, а со следующего ряда уже буду делать добавки, расширять ромб, и вначале вот буду убавлять петли по окату. Значит, сейчас что я сделала? Это у меня правая полочка. Я в предыдущем ролике ошиблась. Ну, человеческий фактор. На правую сказала левая. Значит, довязала вот ряд до конца. Так что у меня сегодня ракурс так падает, ну. Теперь по изнанке буду закрывать изнаночными петлями. Так, сколько я буду закрывать? Вот до 2 изнаночных закрою. Вот после ромба идут 2 изнаночные. Вот эти вот петли косы и кромочные вот эти вот петельки. Я сейчас все закрою. Так, вот 2 изнаночных закрываю. Смотрите, закрыла я петли. Перед ромбом у меня осталось 2 изнаночных и вот одна последняя. Эти 2 изнаночных по изнаночной стороне я провяжу изнаночными петлями. И у нас получится 1, 2, 3. Крайние 3 петельки ромба получится у нас лицевыми петельками. Так. 3 изнаночных провязала. 3 лицевых они будут. Теперь у нас середина ромба 1 лицевая. И далее вяжем по узору 1 изнаночная, петли резинки. Так идем до конца ряда. И по лицевой стороне сейчас будем делать убавки по центральной части. Пришли на лицевую сторону. Здесь мы пройму
убавили, закрыли петли, все убавили, говорю, закрыли петли. Так, теперь что дальше? Дальше вяжем по узору. Значит, центральная у нас часть, середина. Так и продолжаем. У нас идут ромбы, далее идет коса. После косы 2 изнаночных петли. Первую изнаночную провязываем, вторую изнаночную и петельку вот с резинки средней части, то ли она будет лицевая, то ли изнаночная, 2 вместе мы провязываем изнаночной. У нас здесь вот всегда остается 2 изнаночных петли. Значит, здесь мы убавляем в каждом лицевом ряду по одной петельке. Так вяжем до плеча нужную нам высоту. В конце так и продолжается у нас одна коса. И вот ромб идет по всей пройме, да? Теперь, что еще? Какие тут еще есть такие вот нюансы, которые у нас могут быть возникнуть вопросы. Так, что у нас? Первое снимаем. 3 петли. Так, здесь мы расширяем теперь его. Ромб расширили. Далее провязываем петли резинкой. Здесь с убавками будет проще. Вот косу, если переставим, мы последние 2 петельки ж не провязываем. Но я до косы дойду, еще тоже к вам опять вернусь. Так, провязываем петельки косы. Так, 16 петель провязала. Вот 2 изнаночных, это 18, 17, 18. Одну провязываю изнаночной, вторую провязываю 2 вместе, убавила. Все. Далее вяжу, как вот они идут, так и вяжу. Все, одна. Далее вяжем по узору. Сейчас вяжем, убавим, опять расширим ромб, потом начнем его убавлять и сделаем новую косу. Так. Вяжем нужную нам высоту до плеча. И убавляем по одной петельке по центральной стороне. Продолжаем, вяжем, заканчиваем правую полочку. Еще раз я пройдусь по месту, где у нас будут косы. Значит, расширили до 9 петель ромб. Теперь сейчас вот здесь будет коса вначале у нас идти. И перед проймой коса. Так, первая тут снимаю. Одна лицевая. Теперь здесь у нас ромб. Уменьшаем, мы его убавляем, по одной убавке делаем, лицевой делаю убавку, одна лицевая и одна изнаночная петля с середины провязываем вместе лицевой, средние петли провязываю платочной вязкой лицевыми, 7 петель провязываю лицевой, предпоследнюю петельку провязываем вместе, убавили. В этом же ряду делаем косу на 16 петлях. Так, теперь что мы здесь опять делаем? Первые 8 петель берем на запасную спицу, заводим за работу, следующие 8 петель провязываем, потом провязываем 8 петель запасной спицы. Все, коса будет готова. Так, 8 петель взяли, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. За работу завели. Следующие 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых провязываем. Косу сделали, осталось 2 петельки у нас изнаночных после косы. Дальше у нас идет резинка. Первую провязываю изнаночную, вторую изнаночную мы убавляем, провязываю 2 вместе. По лицевой стороне делаю одну убавку после косы, вот так вот. Далее идем по узору, вяжем резинку до следующей косы. Провязываем резинку. Так, провязали резинку, дошли до косы. Опять на 16 петлях делаем косу. 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых переносим на запасную спицу за работу. 8 петель провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это за работу. 8 провязываем и провязываем 8 с запасной спицы. Так, косу сделали, последние 2 здесь изнаночными провязали, и крайние у нас идет ромб по всей пройме. Мы здесь тоже делаем убавку, довяжу его уже сейчас до конца. Крайние 2 петельки убавили, средние провязываю лицевыми. Так, что у нас здесь в конце?
последнюю петельку с петелькой лицевой провязываю также вместе. Все, 2 петельки осталось, провязываю их лицевой. По изнаночной стороне мы их первую снимаем, 2 изнаночные. Точно так же здесь в начале, здесь мы первую снимали, провязывали 2 лицевых по изнаночной стороне. Ну, я это провязывала на видео, было видно, но опять же повторю, по изнаночной стороне мы провязываем 2 изнаночных, и кромочную тоже провязываю я изнаночной. Вот эта вот вся часть у нас вот так вот заворачивается. Такой вот. Значит, все, на этом сегодня все. Сейчас что мы делаем? Довязываем высоту, нужную высоту проймы до конца, довяжем до плеча. Точно так же закроем плечо, как я закрывала на первой полочке, да, разделила на 3 части и поэтапно закрыла плечо. Все, убавляем здесь петельки, оставляем посередине точно так же 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, закончим полочку. Вторая часть видео на этом заканчивается. Встретимся в 3-й части. Там будет продолжение. Довяжу я спинку и сошьем, соберем весь жилет наш. Ну вот, сегодня все. Всем легких петелек. Увидимся в 3-й части. Пока.